Помните те времена, когда не было никаких ограничений, санкций, когда все стабильно работало без VPN и не надо было искать какие-либо обходы? Когда не задумывался о проблемах и просто смотрел своих любимых блогеров и кайфовал? Как давно это было? В общем, началось все с 2022 года, когда РКН заблокировал инсту. Ну и западные компании тоже начали тогда ограничения своих сервисов. Тогда еще были шутки про Чебурнет, и казалось, что все это только шутки. Ведь народ не будет доволен блокировками, а качественных аналогов у России нет и в ближайшее время не предвидится. Тогда казалось, что даже если все заблокируют, то все равно найдут способ обхода блокировок. И в этом же году была угроза блокировки Ютуба. Многие даже ушли с Ютуба из-за данной угрозы, но тогда Ютуб, видимо, блокировать побоялись. Единственное, что тогда почему-то заблокировали, так это домен Ютуба, который вроде как отвечает за аватарки, и из-за этого почти у всех пользователей на Ютубе не показывались аватарки. Но не суть. Итак, люди жили до 2024 года. В 2024 году РКН решает замедлить YouTube и начать масштабную рекламную кампанию Рутуба и ВК-видео. Поначалу РКН отрицал замедление, втирая всем, что после ухода Google из России компания перестала поддерживать сервера, и они якобы начали деградировать. Но почему-то при отключении DPI сервера моментально восстанавливались. Позже РКН уже не стеснялся говорить, что они замедлили YouTube. И в мае 2025 года РКН заявили, что перестанут замедлять YouTube, если Google оплатит штраф в 2 ундециллиона рублей. Только вдумайтесь в эту цифру. И короче, походу YouTube разблокировать никто не хотел. Но мы немного забежали вперед, ведь в конце 2024 года РКН блокирует Discord. Тогда Роскомнадзор направил в адрес Discord множество требований удалить запрещенный контент, но ряд таких материалов остался неудаленным. РКН тогда призвал Discord удалить 947 страниц, в противном случае Госдума заблокировала бы сервис. И вот так буквально за мгновение Discord был заблокирован. Но благо сразу появился обход. И лично я пользуюсь запрет Discord, и этот метод у меня работает уже почти год. Кому интересна, версия вот такая. Ой, что-то опять отошли от темы. Так вот, размышляя обо всех этих блокировках, я подумал, а смысл всех этих блокировок? Ведь если людям, которым не нравятся убогие аналоги, и так будут искать и делать обходы этих блокировок. Видимо, кто-то наверху подумал так же. И он, наверное, задумался такой, блин, вот наши блокировки это все хорошо, но когда у людей есть интернет, они все эти блокировки умудряются обходить, продолжая пользоваться враждебными западными сервисами, а не нашими, национальными. Тогда, похоже, и появилась гениальная мысль. Нет интернета равно нет обходов. Взяли и отключили мобильный интернет. Официально, конечно, это делается для защиты от беспилотников и от различной террористической деятельности. В это, казалось бы, можно поверить, но закрадывается такой вопрос, а есть ли в этом всем смысл? Вот недавно заблокировали звонки через иностранные мессенджеры. Ну там же мошенники сидят, они звонят по WhatsApp и обманывают население. Но вот только они не учли, что большинство мошенников как раз звонят по обычной сотовой связи. Да и звонок от Почты России в WhatsApp как минимум выглядит странно. Типа с чего бы российская компания звонила бы через мессенджер? Ну, это бред какой-то. Короче, сделано это все, конечно же, опять для продвижения очередного говна от ВК. Но, блин, проходит пару дней и появляется новость, что в Максе тоже есть мошенники. Как же так получилось? И вот, наконец, мы подходим к блокировкам мобильного интернета. Не знаю, как у вас, но в Сибири мобильный интернет не работает от слова совсем. Началось все с начала августа где-то. Проснулся я с утра пораньше, вышел на улицу и захотел я, как всегда, послушать музыку. А все, интернет теперь ничего не грузит, и он буквально ничего не может загрузить. Я даже не представляю, как работают таксисты, курьеры и прочие профессии, где люди буквально нуждаются в мобильном интернете. В общем, теперь про интернет проще сказать, когда он включается, а не выключается. Потому что он работает буквально несколько секунд, и потом перестает грузить где-то минут на 15. После 10 часов вечера так вообще не включается. Полное отключение происходит. И слава богу, они до домашнего интернета не добрались, так как это буквально единственное, что осталось для связи с миром. Понимаю, что все это вроде делается как для защиты граждан, но то, какое количество неудобств создает данное ограничение, просто неописуемо. Просто почему-то раньше как-то защищали граждан без подобных ограничений, а теперь вдруг понадобилось носить такие крайние меры. Ладно, спасибо всем за просмотр данного видеоматериала. С вами был, как всегда, я, Рики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube. Ну и в общем, всем пока.